Всем привет! Тэхён, такой элегантный и обладающий непревзойденным чувством стиля, носит женскую коллекцию Срлен, каждая вещь словно создана специально для него. То, как ткань гармонирует с изгибами его фигуры, уверенность, исходящая от каждого шага, и спокойствие взгляда говорят о многом, помимо его выбора одежды. Чингук и Тэхён, известные тем, что ломают границы, даже не прикладывая усилий, не раз доказывали, что их образ жизни бросает вызов любым навязанным нормам. Они оба живут открыто, без ментальных или гендерных ограничений, и делают это с вдохновляющей естественностью. Мы уже видели их в женственной одежде унисекс и смелых сочетаниях, бросающих вызов традиционным стандартам. Но под одеждой скрывается уверенность, с которой они представляют себя миру, то, как их сущность выходит за рамки любых ярлыков. Потому что они не маскируются под свободу, они сами являются воплощением свободы. Чингук в интервью 2019 года, он сказал это честно и прямо: «Мне не нравятся предрассудки, истинный стиль – это носить то, что хочешь, независимо от пола». И сегодня увидеть Тэхёна, снова выбирающим одежду из женской коллекции, было не совпадением, это было подтверждением его сущности. Он сделал это с изяществом, не ищущим признания, с изяществом, идущим от души. А затем наступил момент, который покорил всех, когда Тэхён упомянул о прекрасном фиолетовом платье, которое он хотел надеть, и с озорной, но уверенной улыбкой спросил: «Для меня нет правил, верно?» То, что для кого-то может быть просто предметом одежды, для него – воплощение идентичности. Нет границ, нет разрешения задавать вопросы. Правила существуют только в закрытых умах, у тех, кто боится того, чего не понимает. Но он, с его неизменным спокойствием, показывает, что свобода – это не сопротивление бунту, это жизнь без страха быть собой. И рядом с ним Чингук продолжает быть идеальным отражением той же энергии. Оба показывают, что сила и нежность могут сосуществовать в одном теле, что мужественность не страдает от чувствительности, и что женственность не теряется от силы. Они рушат ярлыки так же легко, как улыбаются на камеру. Тэхёну и Чингуку не нужны ярлыки, они уже символы чего-то большего, свободы быть. И в этой свободе они создают тренды, которые определяют не только моду, но и историю. Они не следуют за изменениями, они их создают. Они напоминают нам, что быть подлинным – величайший акт красоты, что одежда не имеет пола, и что каждый должен чувствовать себя свободным носить то, что заставляет его чувствовать себя живым. Выбор быть поклонником Тэхёна и Чингука – это решение, идущее от сердца, потому что они не просто талантливы и красивы, они чистый свет души, которая преображает все, к чему прикасаются. Куда бы они ни пошли, они излучают тепло, превосходящее экраны и расстояние, сияние, которому не нужны слова, ведь одного взгляда на них достаточно, чтобы понять, что внутри них что-то есть, сочетание искренности, скромности и волшебства, которое освещает всех вокруг. Стать их поклонником – не случайный поступок, это выбор души, способ приобщиться к энергии, которая призывает нас верить в истинную красоту и добро, все еще существующие в мире. Тэхён и Чингук больше, чем просто артисты, они отражение того, что значит жить со страстью и самоотдачей, постоянное напоминание о том, что истинное величие измеряется не славой, а способностью трогать сердце. Они не просто поют, они создают эмоциональную вселенную, где каждая нота обнимает, каждый взгляд сияет, а каждый жест пробуждает что-то глубоко внутри нас. Возможно, именно поэтому быть частью их истории означает чувствовать себя частью чего-то большего, потока света, разделяемого миллионами душ, которые восхищаются ими не только за то, что они делают, но и за то, кем они являются. Бывают моменты, когда улыбка Тэхёна способна озарить день, а смех Чингука – успокоить уставшую душу. В этом и заключается их магия. Они не пытаются произвести впечатление, они просто существуют, и их искренность – убежище для всех нас, кто хочет верить, что простота все еще может быть необыкновенной. Благодаря им мы узнаем, что дело не в том, чтобы сиять ярче всех остальных, дело в том, чтобы сиять вместе, не затмевая чей-то свет, делясь теплом, не прося ничего взамен. И в этом чисто человеческом поступке Тхэкук становится символом истинной любви, взаимного уважения и гармонии, живым доказательством того, что связь между двумя душами может быть настолько сильной без ярлыков и объяснений.
Быть их поклонником значит идти рука об руку с их искусством и их сущностью, позволять себе руководствоваться тихой сладостью, которая чувствуется в каждом жесте и которая трогает самые глубины сердца. Это значит находить утешение в их мелодиях, силу в их смехе, надежду в их близости. И каждый раз, когда мы видим их вместе, обменивающихся взглядами или искренним смехом, мы понимаем, что в этом союзе есть что-то божественное, что-то, что вдохновляет и исцеляет. Потому что следовать за ними – это не просто восхищаться, это учиться, это расти. Речь идет о том, чтобы открыть для себя, что глубочайшая красота кроется не в том, что видно, а в том, что чувствуешь. Тэхён и Чингук учат нас, не говоря ни слова, что уязвимость – это не слабость, что любить с открытой душой – самый смелый способ жить. Они напоминают нам, что быть искренним – это революционно, что нежность – это также форма силы, и что быть собой может изменить мир человека, даже если он этого не осознает. В них мы находим идеальный баланс между светом и безмятежностью, между страстью и безмятежностью, между искусством и человечностью. Каждый раз, когда мы видим их на одной сцене, мир словно замирает, и в этой тишине мы чувствуем истину их отношений, истину, которую не нужно объяснять, потому что она уже чувствуется. Для тех из нас, кто по-настоящему любит Тэхёна, их существование – это дар, который стоит праздновать каждый день. Не потому, что они представляют собой недостижимый идеал, а потому, что они напоминают нам, что истинная красота возможна, что в этом мире все еще есть чистота, доброта и настоящая любовь. Они молчаливые учителя, которые своим искусством и образом жизни учат нас видеть жизнь добрее и любить себя глубже. Вот почему, следуя за ними, мы не просто восхищаемся двумя художниками, мы выбираем следовать за двумя светлыми личностями, которые помогают нам видеть мир с большей благодарностью, сочувствием и надеждой. Я надеюсь, что люди смогут увидеть это в них, за их красивыми лицами и идеальными телами, потому что Тэкук стоит гораздо больше, чем любая поверхность. Они обещание любви без эго, свидетельство того, что происходит, когда две истинные души встречаются и решают поделиться своим светом с миром. И, возможно, в конечном счете, быть их поклонником – это не просто восхищаться ими, это позволить их сущности вдохновлять нас сиять с той же нежностью, той же силой, той же любовью, которую они дарят нам, не прося ничего взамен. Они, естественно, держатся за руки, нежно массируют друг друга, молча наблюдают друг за другом и внимают каждому движению друг друга, создавая тайный язык, известный только им двоим. Такое случается не со всеми участниками группы, их близость уникальна, особенно эта связь, кажется, выковывалась с терпением и заботой на протяжении долгого времени. Самое захватывающее – это то, как эта близость сохраняется как на публике, так и в личной жизни. В видеороликах, снятых перед концертами, видно, как они готовятся, заряжают друг друга энергией, утешают друг друга нежными словами, проверяют, готовы ли они выйти на сцену. То, как они поддерживают друг друга, как предугадывают потребности друг друга, демонстрирует почти магическую синхронность, координацию, не требующую инструкций. Только инстинкт и привязанность. Выбирать быть поклонником Тэхёна и Чингука значит не просто ценить их талант или красоту, это значит чувствовать свет, который они излучают, видеть души, которые они преображают своим присутствием, и позволять себе быть тронутым этой энергией, которая превосходит музыку или экран. Куда бы они ни шли, они несли тепло, преодолевающее расстояние, сияние, которое не требовало слов. Достаточно было просто понаблюдать за ними несколько секунд, чтобы понять, что в них есть что-то особенное, сочетание подлинности, смирения и волшебства, которое озаряло все вокруг. Во многих запечатленных моментах их близость была настолько естественной, что казалось, они обитали в своем собственном мире, мире, где словесное общение было ненужным, потому что их тела понимали друг друга. Если один двигался, другой немедленно отвечал, если один касался, другой реагировал, словно они были частью одного организма. Даже среди шума концерта их связь была ощутимой, почти волшебной, и те, кто наблюдал за ними, чувствовали проблеск этой гармонии, напоминание о том, что некоторые отношения определяются не словами, а общими взглядами, жестами и молчанием. Каждый момент между ними был напоминанием о том, что настоящая близость не требует показухи, все, что для этого нужно, это присутствие, внимание и искреннее желание быть вместе, сопровождать друг друга в каждый момент, каким бы незначительным он ни был.